С этими звуками украинцы живут уже ровно год ежедневно. Это звуки воздушной тревоги, которые оповещают, что Россия вновь запустила ракеты по территории Украины, которые упадут где-то на жилые дома, исторические объекты, на больницы, роддомы, детские сады, на школы, на инфраструктуру, при этом оставив людей без света, без тепла, без связи. Сегодня 24 февраля 2023 года. Ровно год, как идет война, которую Россия развязала против Украины. Эта дата войдет в историю. О ней будут знать все, она будет во всех учебниках по истории. И да, люди будут помнить об этой дате, как помнят, например, 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. И также, в принципе, как и Гитлер, который подло напал в 4 утра, также Россия напала на Украину в 5 утра, когда большинство людей еще спали. И люди проснулись от звуков взрывов, потому что прошла серия ракетных ударов по десяткам украинских городов, в том числе и Киеве. Так как я живу в Штатах, а мои родители, семья находились в Украине, у нас большая разница во времени, поэтому я первая узнала о том, что началась война, потому что у меня это был вечер, либо ночь. И я помню, что я позвонила родителям и сообщила им об этом. Первая реакция это было, знаете, такое вот недоумение, скорее вот шоковая реакция, когда ты еще не понимаешь, даже не веришь в то, что происходит. Кажется, что это просто какой-то дурной сон, и ты сейчас проснешься. Не хотелось верить в эту реальность. И поначалу не было такого страха, потому что ты еще не понимаешь, что за этим последует, чем это все обернется. И в голове вот это вот все не укладывалось. И потом с каждым днем тревога нарастала, страх появлялся, и он усиливался с каждым днем, потому что каждый день новости были просто все страшнее и страшнее. И я помню, что я каждый день просыпалась с первой мыслью о том, что, Боже, чтобы там все было хорошо с родителями, чтобы все было нормально. Я звонила родителям, так начиналось мое каждое утро. Потом я читала новости и узнавала, сколько домов, объектов было разрушено, и сколько людей погибли. Да, ракетные удары, бомбежки, обстрелы, все это было страшно. Но, как оказалось, это не самое страшное. Самое страшное мы увидели потом, когда нашим военным удавалось деоккупировать территории, которые какое-то время находились в оккупации русскими солдатами, и когда наши военные увидели последствия этого всего, это всех повергло в шок. Причем не только обычных людей, а даже профессионалов, там, криминалистов, которые работают всю жизнь в этом. То, с чем они столкнулись, это просто, я даже не знаю, как это описать. Это вот, знаете, как когда-то мы смотрели документальные фильмы, читали книги о том, что делали фашисты там в концлагерях, эти пыточные, как они издевались над людьми, над евреями и так далее. И это казалось вот просто уму непостижимым, чем-то таким чудовищным. И тут мы видим похожие, вот порой даже превосходящие те ужасы вот сейчас, в 2023 году. Мы все помним Бучу, которая находилась в оккупации. И большинство людей это были гражданские люди, которые погибли насильственной смертью. Их нашли со связанными руками. Это и веревки на шее, это изнасилование, это пытки и много чего другого. И при том, что да, Буча, она произвела такой общественный резонанс, об этом знали все, но таких буч в Украине было очень много. Все маленькие городки, маленькие села, которые деоккупировали, там, где была русская армия, там все был тот же сценарий. Это было так чудовищно, что, мне кажется, украинцы начали бояться уже не столько ракетных ударов, сколько оказаться в оккупации. Мои родители также очень боялись оказаться в оккупации, это самое страшное. И когда мы решили, спланировали поездку, что мама прилетит ко мне, она первая прилетела, и она ехала сначала на автобусе в Польшу, и она ехала из города Кременчуг. И вот там автовокзал, где она ожидала свой автобус, он находился возле торгового центра, вот прям рядышком. Там как-то так все это построено, что торговый центр и тут же автовокзал. Этот торговый центр назывался Армстор. И ровно через 3 недели после того, как моя мама прилетела, этого торгового центра не стало, его просто разбомбили. Более 20 людей погибли,
где-то около 60 были раненых. Также очень многие люди были объявлены пропавшими без вести, так как там был такой сильный пожар, что тела людей просто сгорали, что их уже невозможно было не опознать, и там практически ничего не оставалось. И в основном это были молодые люди. Моя мама была в том торговом центре, там было очень много молодых продавцов-консультантов, это люди по 19, 20, 21, 25. И сейчас на месте этого большого торгового центра просто руины. Также мама рассказала такой интересный факт, я раньше как-то об этом не думала. Говорит, когда она ехала на автобусе, вообще не было никаких опознавательных знаков. То есть все таблички с названиями городов, там, поселков, все было снято, убрано. Это в целях безопасности. Когда в военное время это нужно убирать для того, чтобы враг не мог ориентироваться на местности, связь у них плохая, чтобы они не видели, где они находятся, чтобы не облегчать им жизнь. И также они тоже ехали такими какими-то странными маршрутами в целях безопасности. В общем, все это страшно. Хотя, знаете, некоторые ориентиры украинцы все-таки поставили для оккупантов, чтобы не заблудились и знали, куда им идти. И я сначала, когда увидела фотографию, я думала, что это фотошоп, это шутка какая-то. Оказалось, нет. Действительно, во многих городах Украины такие вот приветственные таблички, баннеры были установлены на случай, если туда зайдет враг. Как только началась война, с первых же дней я начала получать множество сообщений в Инстаграм с просьбой о помощи разместить какое-то объявление. Это были разные объявления, одно было страшнее предыдущего. И в основном там люди разыскивали своих родственников, там у многих терялись дети во время боевых действий. Особенно была проблемой, когда родственники, друзья были в городах, населенных пунктах, которые находились под оккупацией, потому что там пропадала связь, и люди просто были в неизвестности. Мне запомнилась одна история, когда мне написала женщина, она разыскивала своих родственников. Там была такая ситуация. Мужа и жену убили, также убили их старшего сына, а бабушку и младшую дочку, это маленькая девочка, ее забрали. И вот эта женщина, она разыскивала эту бабушку с девочкой. И потом все-таки их нашли. Девочка, кажется, была раненой, но, слава богу, нашли. И было много таких ужасных историй. Особенно я массово получала сообщения от людей, чьи родственники были в Мариуполе, потому что, когда все началось, мы еще не понимали, что там происходит. Мы еще не знали всего ужаса происходящего, и мы постоянно надеялись, что его деоккупируют, но мне люди писали разные вещи. У кого-то в Мариуполе там остался ребенок с бабушкой и с дедушкой, у кого-то домашние животные, у кого-то пожилые родители, там кому-то нужны медикаменты, либо госпитализация. И с этими людьми не было связи. То есть невозможно было узнать их судьбу, невозможно было никаким образом помочь. И люди просто просили, оставляли адреса, и вдруг, если у кого-то есть возможность, чтобы по этому адресу занесли лекарства какие-то, либо еду, и это было так страшно. Время шло, дни шли, недели, месяц, а ничего не менялось. Город деоккупировать не удавалось, связи с людьми не было, и было уже очевидно, что многие из тех людей, о которых шла речь, что их и вовсе уже, возможно, не было в живых. Потом я помню, как мы все радовались, когда наконец-то удавалось договариваться о каких-то гуманитарных коридорах, когда людей вывозили оттуда, эвакуировали, но при этом очень часто, когда Россия нарушала все соглашения, она просто расстреливала эти коридоры, все это срывалось, люди просто погибали во время эвакуации. И вообще это было очень, кстати, распространенное явление, когда множество людей, которые пытались просто спастись, обычных гражданских людей, которые с семьями выезжали на своих автомобилях, их просто расстреливали. Тоже одно из ужасающих событий, которое произошло в Мариуполе, тоже, что всех повергло в шок, когда бомбардировали драмтеатр. Это был огромный театр, где люди просто прятались, которые использовали это место как бомбоубежище. И люди, которым все-таки удалось спастись оттуда, они рассказывали, что в этот театр
свозились женщины с детьми, то есть женщины с роддомов, женщины с грудничками, которые только родили. И там было очень много людей, то есть там разные данные, это от 600 до там, 1200 людей находились. И так как было очень много женщин и детей, они написали там рядом, что дети, огромную надпись сделали, чтобы было видно с воздуха, чтобы туда не кидали бомбы. И что в итоге? Как мы поняли, что наоборот, если человек пишет, что дети, вероятнее всего, что русский солдат туда и скинет эту бомбу, что и было сделано. Это было страшно, потому что когда разбомбили этот театр, вот представьте, когда все это обваливается, рушится, не все люди погибают сразу, очень многие находятся под завалами. И когда, да, в Украине постоянно разбирают эти завалы жилых домов, там находят живых, ну, там, покалеченных людей, но их достают оттуда какую-то часть, какой-то процент. И вот представьте, в этом театре наверняка были люди, которые там еще оставались живы, которых можно было спасти, но не было такой возможности. Город был оккупирован, и эти люди просто погибали. И если просто представить себе все это, ну, Мариуполь — это красивенный город, где люди хорошо жили, где все было прекрасно. И город просто превратили в руины, уничтожили все. Опять же, я себя ставлю на место тех людей, которые прожили всю жизнь в Мариуполе, которые провели там детство, у которых там множество воспоминаний, вся жизнь там была построена, которые развивали этот город, улучшали его, строили бизнес. И все, этот город просто стерли, превратили в руины и в развалины. Знаете, самое болезненное — это читать вот частные случаи, вот реальные истории людей, которые пострадали, погибли в этой войне. Потому что когда ты просто читаешь там какую-то сводку новостей, где указаны цифры, просто сухие цифры, ты словно не воспринимаешь это вот как реальные жизни. Ну, это цифры. Но когда ты читаешь историю, когда ты понимаешь, что за каждой цифрой это целый мир, что каждый человек — это целый мир, у него родственники, у него дети, у него вещи, которые он любил, какие-то увлечения, то, что он давал этому миру, занимался какой-то деятельностью. Когда ты этим всем проникаешься и понимаешь, что эту жизнь отобрали, просто вот взяли и отобрали. И от этого очень больно встает. И я сейчас хочу вам зачитать некоторые истории. Это хоть и больно слушать, но сегодня такой день, это день памяти. Мы должны помнить тех людей, которые погибли от агрессии российской армии. Анастасию Игнатенко, тренер по спортивной акробатике клуба «Виват» в Днепре, любили и коллеги, и дети. Настя была не просто тренером, она была подругой и наставницей, вспоминала мать одной из воспитанниц. Неоднократно становилась чемпионкой Запорожской области по прыжкам на акробатической дорожке, призером чемпионата в Украине, имела звание мастера спорта. В феврале 2022 года Анастасия с маленьким сыном Макаром отправились в Польшу. Но Настя очень скучала по родной земле, семье и работе. Через 5 месяцев вернулась в Украину. За неделю до трагедии Анастасия со своим мужем Дмитрием и 1,5-годовалым сыном Макаром переехала в просторную квартиру на 7-м этаже в Днепре. Именно в этот дом, в который 14 января попала российская ракета. В ту роковую субботу Анастасия в обед позвонила матери, рассказала, что у них все хорошо. Через 1,5 часа ее телефон уже был вне зоны досягаемости. Позже спасатели извлекли из-под завалов тела Анастасии и ее мужа, а тело маленького Макара разыскать не удалось. Умирая в мариупольском подвале в холоде и без воды, 91-летняя Ванда Объедкова, которая уцелела во время Холокоста, она хотела знать только одно – почему это происходит. Она умерла не от старости в своей постели, а как жертва ужасной войны 21 века. Ей пришлось столкнуться с подобными зверствами еще в октябре 1941 года, когда нацисты вошли в Мариуполь и убили от 9 до 16 тысяч евреев, включая ее мать. Но Ванду удалось спасти, и всю свою жизнь она провела в Мариуполе. Ванда погибла 4 апреля. После ее смерти Лариса и ее муж, рискуя жизнью, похоронили пожилую женщину в парке в километре от Азовского моря под звуки постоянных взрывов.
У Анатолия Древоля было пристрастие к авто и золотые руки. Говорили, нет такого мотора или автомобиля, который бы не починил Анатолий Иванович. Родился в Молдавии в украинской семье. Молодым переехал в Киев. Подрабатывал учителем физкультуры, основывал кружки по автоделу при школах. В 38 лет открыл автомастерскую. Анатолий был первоклассным автомехаником. Конструировал машины-багги. Советские запорожцы превращал в сафари-джипы. Автомобили были его стихией. В свое время участвовал в ралли, много ездил по Европе, как каскадер снялся в фильмах «Пираты 20 века» и «Ярослав Мудрый». Когда родилась младшая дочь Наталья, оставил каскадерство. Полномасштабная война застала Анатолия в мастерской. Он отказался от эвакуации. Объяснял, если все уедут, кто покажет оккупантам, что им здесь не рады? Помогал защитникам, вывозил людей, ремонтировал и заправлял автомобили, делал коктейли Молотова и развозил на блокпосты. В его доме находили убежище бойцы теробороны. 5 марта оккупанты вошли в его двор. 2 собаки были расстреляны. Хозяин вышел на порог против вооруженных извергов с отверткой. Его убили выстрелом в голову. Тело больше месяца пролежало на пороге дома. Оккупанты хозяйничали в его доме, переступая через него. Разбили почти все автоклуба. Тело Анатолия Древоля обнаружили на пороге его разрушенного и выгоревшего дома после деоккупации Киевской области. 7 апреля, на его день рождения, в руке была крепко зажата отвертка, с которой он вышел на оккупантов. Мы сейчас живем во времена интернета, социальных сетей. Это не Советский Союз, когда можно было сделать что угодно, при этом все это скрыть, что ничего не докажешь. Сейчас миллионы свидетелей, у каждого из них смартфон, все фиксируется. И как бы там ни врала российская пропаганда какую-то ерунду, хотя они такие вещи говорят, которые настолько не сопоставляются с реальностью, с тем, что задокументировано, как я говорю, сейчас спутники есть, которые видят технику, которая передвигается, много других технологий. И поэтому такое ощущение, что российская пропаганда рассчитана на настолько недалеких умом людей, что даже сложно поверить, что она работает. Как видим, она работает. Говорить правду, рассказывать о всех событиях, которые происходят, это миссия каждого публичного медийного человека. И также творческие люди вносят огромнейший вклад в то, что они показывают все эти события, всю эту боль, все, что происходит в своем творчестве. Это песни, это стихи, это картины, это фильмы художественные, документальные. Это очень важно. И также, возможно, кто-то не знает, еще как только война началась, мой муж снял клип для канадской группы Simple Plan, и там он показал тоже события, которые происходят в Украине, и даже премьер-министр Канады у себя в Твиттере рассказал об этой работе. Это, я считаю, огромный вклад, и я очень мужем своим горжусь. Также он снял еще один очень такой болезненный социальный ролик, показывая все, что происходит, все ужасы войны. И я считаю, что нужно продолжать и делать больше этого для того, чтобы история не была забыта и чтобы русская пропаганда вообще не имела никакого шанса как-то исковеркать и соврать. Это очень важно. И когда все закончится, я уверена, что будет еще больше фильмов о том, что происходит. Будут музеи, мемориалы, выставки. Конечно же, я верю в то, что Украина победит, и это неизбежно. Украинцы выгонят всех оккупантов со своей земли, освободят все свои территории, деоккупируют и будут развивать страну. Украина будет становиться сильнее, будет тесно связана с Европой, с другими цивилизованными странами. А что касается России, то, если чесно, даже говорить не хочеться. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Все буде Україна. Слава Україні!